Всем здравствуйте, я вас приветствую на моем канале, меня зовут Анна, канал называется «Путь к себе», и здесь мы с вами разбираем все, что нам мешает улучшить жизнь, какие-то блоки я вам подсказываю, куда что поработать, проработать. И сегодня мне вот попросилась колода эротическая Таро, я давно ее купила. Сейчас, извиняюсь, поправлю микрофончик. Он, скорее всего, шуршал, да, прошу прощения. И вот эротическое Таро ко мне все просится. Я не знаю, заблокирует этот расклад или нет, потому что здесь хоть и безумно красивые картинки, но они все-таки соответствуют названию Таро. Посмотрим. Кто-то мне в комментариях советовал камушками их закрывать. Ну, попробуем. Я пока, честно, не готова заниматься вандализмом и закрашивать вот эти все темы. Поэтому пока так. Посмотрим, пусть это будет экспериментом. Посмотреть тему я предлагаю ваше отношение к себе сейчас. Да. Возможно, я как-то переназову в итоге. Но пока что тема такая. Вот так вот будем делать. Здесь вас все время куда-то несет. Хочется очень много двигаться, но как будто бы эти действия, либо вы делаете всегда очень много действий, да, вот суета какая-то прослеживается, но они как будто бы не приводят вас к результату, либо не приводят к тому результату, который вы хотите, да. Так, мне так на всех камушков не хватит. Вот так будем закрывать. У вас довольно простроено то, что вы хотите. Но это как, то есть, чтобы что-то получить, скажем так, из этого списка, вы очень много либо должны сделать, либо очень долго это получаете. Хочется быстрее. Хочется очень быстрее. И сейчас тут про что у нас? Кто-то, возможно, даже делает какие-то, вот, знаете, смотрит видео, вот, как притянуть то-то, как исполнить желание, как быстрее что-то там сделать. Расклады может смотреть, да, на желаемое. Но затык здесь может быть в том, что вы либо не верите, что вы можете это получить, либо в глубине души вы считаете, что вы не совсем этого достойны. То есть вы к себе относитесь хуже, чем ну, как бы должны были бы, да. И это полностью ваш личный выбор, да, то есть вы, в принципе, вам мог кто-то об этом говорить когда-то, да. Тут такая картинка, мне камешка не хватит. Вам кто-то мог говорить, конечно, да, там, кто ты такой, кто ты такая, но сейчас этого может уже не быть, а голоса как бы остались. И вы сами выбираете слушать эти голоса и действовать из прошлого опыта, хотя, в принципе, уже это не является правдой, не является действительностью. Где-то вы сами себе палки в колеса можете ставить, мы, по-моему, про это уже говорили. Утяжелять, так скажем,
способы получения желаемого. Ну, понятно, что вы хотите побыстрее. Желаний может быть много, а результата мало. Так, что нам с этим делать? То есть, смотрите, здесь тема самооценки как раз-таки прослеживается очень хорошо, да. То есть иногда, когда мы себя оцениваем ниже, чем мы есть, ну, условно, да, скажем так, чтобы понятно было, то нам кажется, что нужно очень сильно много работать, чтобы что-то получить, а иначе как? А вот, ну, условно скажем, я работу эту делаю за 1000, да, а другой человек то же самое делает за 5000. Я не понимаю, как это сделать, потому что, ну как я за что я возьму 5000? То есть вы не понимаете ценность того, что вы делаете, а другой человек просто понимает. Он чувствует, что, ну, я как бы классную работу сделал или сделала, ну почему я 1000 должен брать? И в принципе в целом по рынку, да, например, это стоит там 3-5 тысяч, а я там делаю с удовольствием, с душой, да, и мне это очень сильно нравится, ну, я очень много в это вкладываю, то есть вклад свой человек ценит, а то, что вы вкладываете, вы сами не цените, поэтому вам, ну, очень сложно поставить какую-то более высокую цену. Ну, это, скажем так, на деньгах, да, или в отношениях вы что-то даете. Нужно убирать вот эти как иллюзии, да, ограничения по своей самооценке, что мне не дадут, или я еще там чего-то не знаю, что мне еще рано повышать цены, или я не потяну эту работу, или я не понравлюсь. Ну, вы, да, сами себя, так скажем, гнобите, наказываете, а потом могут возникать такие мысли, что что мир несправедлив, да, что я получаю меньше, чем заслуживаю, но внутри вот этого как раз-таки и нет, поэтому мир просто сам по себе зеркалит. То есть вы получаете ровно то, что вы сами о себе думаете. Здесь еще могут быть очень много каких-то негативных чувств, прям очень много по поводу вот этого всего получения желаемого, самооценки, самоощущений, и они могут как раз-таки мешать вам двигаться вперед. Работайте с своим самоощущением внутри, как вы себя чувствуете, в чем вы, например, ходите, да, и как вы себя ощущаете, в какие места вы ходите, или с какими людьми вы встречаетесь. И это же все влияет, в принципе, на наши ощущения. Нужно это все проанализировать. Что вы впускаете в свою жизнь, кого вы впускаете. Это же тоже формирует, а внешнее тоже формирует внутреннее. Да? Поэтому люди, которые себя ценят, они всегда окружают себя людьми, которые их поддерживают, которые не нарушают границы, у них нет вот этого стерпится, слюбится. Если вы не подходите друг другу, то они этого не терпят. Камешки продолжают кончаться. Да, нужно с эмоциями разбираться. Разобравшись с эмоциями, вы вот эту тяжесть уберете, и ваше самоощущение, оно поменяется. И вам
могут открыться как раз-таки другие какие-то мысли, вы начнете о себе мыслить по-другому, и люди вокруг вас, они либо будут меняться, соответственно, да, как вы себя чувствуете, самоощущение, самооценка ваша меняется, так и вклад ваш в мир, да, когда вы цените больше, другие люди начнут это тоже больше ценить. Либо эти люди отвалятся и поменяются. Кто-то, конечно, скажет, что а ты не такой раньше был, а ты там стал хуже, или ты не такая была раньше, стала хуже. Да? Здесь о том, что нужно быть, стремиться к тому, чтобы быть таким или такой, как вы хотите, и это транслировать в мир, а не быть таким, каким вас хотят видеть другие люди, да, при этом вы как себя чувствуете намного хуже, да, ну, это своеобразные, так скажем, маски, подстраивание под других людей, но никогда не делает счастливым. Посуду это все меняем. Тогда что? Вам начинают приоткрываться какие-то новые, ну, в принципе, об этом сказала, новые люди, новые возможности, новые чувства, радости в жизни больше становится. Здесь бы я Луну назвала тем о том, что вы получаете больше наслаждения от этой жизни, в принципе, от себя в том числе, да. Кто умеет работать, например, с ситуациями в прошлом, вы можете их проработать, убрать оттуда негативные чувства, эмоции, и вы как-то заметите, что вы легче станете. Ну, и энергетически, да, на энергетическом уровне вам даже могут сказать, ты что, похудела или похудела? Ну, как бы, на самом деле нет, но вы на энергетическом уровне будете считываться легче, да, за счет этого. Для тех, кто сам не может, приходите, да, мы с вами вместе это проработаем. Кто может и умеет сам, пожалуйста, вашими доступными способами. Трансформируемся, меняемся, прежде всего сами, да, и тогда вы уже сами берете свою жизнь, да, как быка за рога, и сами уже выбираете. Вот такая картинка, даже не знаю, чем ее закрыть, тут прям очень много нужно закрывать. То есть вы начинаете получать конкретно то, что вы транслируете. Транслируете до сих пор плохое, получаете плохое, ну, негативное, да. Внутри носите негатив, получаете негатив. Внутри позитив, получаете позитив. Я считаю, что очень классный расклад, очень много чего подсвечено. Вам нужно только выцепить свои ситуации, свои конкретные убеждения, но здесь даже не про убеждения, здесь про эмоции, да. Даже если вы с убеждениями где-то там работали, и вы не понимаете, почему что-то не меняется, потому что есть эмоции, да, то есть у нас ситуации, они завязаны на 3 уровнях, Это ощущение тела, это эмоции, чувства и это наши мысли. Если вы почистили на уровне мыслей, а эмоции остались, обиды остались, там гнев, чувство несправедливости, да, еще что-то. То есть это другой этаж, который тоже нужно почистить, чтобы эту ситуацию доработать. И вот здесь каких-то, если вы как раз-таки работали и не понимаете, почему не меняется, то обратите внимание на ваши чувства и эмоции, которые связаны с этими ситуациями. Вот. Для тех, кто хочет со мной поработать, пожалуйста, все контакты под видео. Я вас благодарю за ваше внимание.
Надеюсь, что это не заблокирует. Колода красивая, но вот так вот. Буду вам признательна за ваши комментарии. Я всегда читаю, отвечаю. Всех благодарю. До новых встреч!